Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз «Важные события этой осени». Мы посмотрим 3 события, посмотрим, что нам покажут карты, к каким событиям вам готовиться, на что вам нужно обратить внимание. Может быть, что-то важное хотят вам сообщить. У нас будет 3 варианта, 3 колоды. Первая колода — это Easy Таро, вторая — это колода Левелин, и третья колода — это колода заклинателей. Ну, также мы посмотрим на Ленорман. Давайте мы положим камушки. Первый у нас будет цитрин, розовый кварц и горный хрусталь. Как вам удобнее? По колодам, по цифрам 1, 2, 3 или по камушкам. Настраивайтесь на расклад, не спешите. Если вам нужно больше времени, останавливайте видео. А мы начнем с первого варианта для тех, кто выбрал колоду Easy Таро. Какие важные события вас ожидают этой осенью? Так, чтобы вам было видно камушек. Да, задайте вопрос во Вселенную, на что мне нужно обратить внимание, какие важные события произойдут со мной этой осенью. Я настроюсь пока на вас. Давайте посмотрим первое событие этой осени для вас. Да, есть какая-то задумка, может быть, творческий проект, может быть, что-то связано с рождением ребенка, или какие-то поездки. Вот очень что-то то, что вы хотите, что-то приятное. Но очень много сомнений. Получится, не получится, ехать, не ехать, делать, не делать. Это может быть связано с предложением новой работы. Может быть, кто-то планирует, например, заняться обучением. Но по двойке жезлов есть какие-то сомнения, колебания. Здесь может это касаться еще личной жизни. Может быть, у вас выбор между 2 претендентов. Но у нас королева жезлов, как правило, отвечает за работу, бизнес, карьеру, финансы, а также за личную жизнь. Так, давайте мы посмотрим, что нам скажет Ленорман по этому первому событию. Здесь по двойке жезлов вам нужно просто самим определить, что вы хотите. Здесь может поступить предложение, например, из-за границы. Это может быть и предложение по работе. Также это может быть поездка, а может быть это любовь, но с человеком где-то от вас, возможно, далеко. Давайте посмотрим, что нам скажет Ленорман по поводу этого события. Здесь вам видно. Да, у кого-то здесь стоит вопрос с деторождением, но, возможно, вот по этим картам есть что-то, что препятствует вам зачать ребенка. Здесь, может быть, реально вы продумываете какой-то другой способ стать матерью, или здесь нужно поехать куда-то, заплатить деньги, может быть, чтобы подлечиться. Может быть, здесь есть какое-то наследственное заболевание. Но опять по рыбам, все-таки это очень позитивная карта. Она может говорить о позитивных переменах в вашей жизни. Если это касается предложений по работе, да, здесь карта говорит, вас ждет финансовый успех. Если это может быть начать какой-то свой бизнес-проект, как правило, королева жезлов — это человек, который работает на себя. У вас есть сомнения, получится, не получится, но есть задумка вот воплотить что-то в жизнь. Здесь, может быть, с кем-то посоветоваться. Да, карта говорит, будет медленный, но уверенный рост, причем по рыбам и финансовый достаток. Но дерево растет медленно.
как бы, может быть, какое-то препятствие есть. Но, опять же, препятствие это может быть вы выставляете это препятствие в виде ваших сомнений. Есть какие-то вот проблемы или сомнения, да. Давайте вам совет, что ли, посмотрим. Также это, может быть, нужно заплатить, чтобы восстановить здоровье. Совет для первого события. Ну, тут или поддержка от семьи, десятка пентаклей, карта реализации, карта смены статуса. Значит, если вы, например, в ожидании любви или знакомства с человеком далеко, здесь есть счастье создать крепкую семью. Также сменить статус по работе. Здесь или найти работу в какой-то крупной компании, или, может быть, вести дела как предприниматель, вот, может быть, какие-то государственные структуры. Но в любом случае здесь финансовый достаток и благополучие. Это когда человек уверен в своем настоящем, но и уверен в своем будущем. А для кого-то это смена статуса, стать мамой. Но в любом случае сомнения вот эти, да, может быть, что-то надо продумать, составить какой-то план, но в любом случае вас ждет здесь благополучие в любом вопросе, которого касается эти карты. Хорошо, давайте посмотрим с вами второе событие. Я бы эти карты убрала. Да ладно, пусть они лежат. Может быть, тут какая-то подсказка еще будет. Давайте посмотрим ваше второе важное событие этой осени. На что вам нужно обратить внимание? Первый вариант. Смотрим. Второе важное для вас событие. Да, но император и верховная жрица. У кого-то может быть здесь внести ясность, может быть, в какую-то тайную связь, например. Ведь туз мечей – это принятие решения. Это может быть предложение руки и сердца, а может быть подача на развод. Например, вы участвовали в тайной связи с человеком, который был женат. Здесь вы этой осенью наконец-то расставите все точки над «и». Но мы сейчас еще посмотрим, что нам Ленорман скажет. Также у кого-то здесь получение работы, может быть, ожидание приглашения, император. Это может быть и другая страна у кого-то. Так, давайте мы уточним. Ну, здесь или заключение договора. Опять змея у вас ложится, клевер. Ну, смотрите, если, например, это получение должности, змея говорит, что были какие-то интриги, вот это вот змеиное логово, недоброжелатели, завистники, то здесь все разрешается удачно. То есть, если вы планировали получить какую-то работу или должность, вы ее получите. Верховная жрица может говорить, что вы долго ждали, или это было все покрыто тайной. Ну и клевер у нас ложится как удачное стечение обстоятельств. И все это приводит к союзу. У кого-то это союз по работе, по каким-то проектам. У кого-то это союз, как я говорила, здесь может быть выход из тайной связи. То есть вот человек принимает решение разводиться в угоду вам. То есть ваш тайный союз становится явным. Это предложение руки и сердца. Да. Ну а змея это, скорее всего, соперница. Давайте мы вот здесь вот вам получим совет по второму событию. Ну, старший аркан справедливость. То есть внести ясность, составить разговор, потом подать на развод, ну, может быть, дележка через суд. Здесь или подписание брачного контракта, или здесь человек подает на развод. Также у нас справедливость – это подписание любых документов, связанных с юридическими, административными делами. У кого-то здесь может быть приглашение на работу в другую страну. То есть здесь вы еще стоите, ждете этого приглашения. Ну, давайте так возьмем. Мы осень смотрим, да, вот сентябрь, октябрь и следующий будет ноябрь. Может быть, это чуть-чуть поменяется.
А это уже получение документов, это разрешение, например, job offer или виза, или приглашение. Ну, у каждого свое. У кого-то это личная жизнь. Император может показывать власти другой страны, например. Но вам придется преодолеть вот какое-то сопротивление или какое-то препятствие. Оно у вас и здесь ложилось, это препятствие. Но клевер говорит, что вы это преодолеете. Хорошо. Давайте посмотрим ваше третье событие осени. Ну, это приблизительно ноябрь. Так, на что вам нужно будет обратить внимание? Сейчас я чуть-чуть подвину. Какое третье важное событие для вас этой осенью? Ну, шестерка мечей опять же несет перемены. У кого-то состоится переезд. Королева мечей говорит, что вам придется собрать какие-то документы. Может быть, это разрешение, визы. Ну и вам что-то нужно будет собрать. И мы строим планы. Строим планы, и мы куда-то отправляемся в дорогу. Ну, а также это перемены могут в личной жизни. То есть вот человек подает на развод. Это будет, может быть, адвокат, судья. Какое-то время вот эти бумаги займут. Но карта сулит вам перемены в личной жизни. Семерка может говорить о реализации ваших задумок, планов, какой-то вашей мечты, о чем вы долго думали. Так, давайте еще посмотрим, что нам Ленорман скажет по третьему событию. Опять у нас эта змея. Вот она у вас все 3 месяца. Да, кто-то вам будет козни строить. Ну, ситуация кармическая, и, скорее всего, она заканчивается. Башня, это я и сказала. Это может быть судебное разбирательство. Это может быть официальное оформление бумаг. Это может быть по работе. Вот это вот препятствие. Смотрите, у вас как бы по этим картам за спиной вот то ли какой-то враг, то ли препятствие, которое вам нужно будет преодолеть. Но вам это по судьбе. Так, давайте я вам вот здесь посмотрю совет. И мы еще вот этот крест сейчас уточним. Потому что все-таки он у нас ложится последним. Хотя крест может говорить о завершении одного этапа вашей жизни. Каких-то проблем, трудностей, задержек, преград. Так, давайте мы здесь совет вам посмотрим на Таро. Паша жезлов. Как в совет, Паша жезлов может говорить: примите предложение, воспользуйтесь вот этим шансом, может быть, даже рискните. Будь то это новые отношения, любовь, новые проекты, новая работа. Так, давайте тогда вот этот крест еще уточним. Может быть, здесь еще какое-то партнерство или поддержка, например, если это касается отношений, может быть, поддержка от вашего ребенка. Здесь от вас будет требоваться решение, которое полностью поменяет вашу жизнь. Но вот как по двойке жезлов, какие-то сомнения или выбор нового направления или пути, здесь вам нужно будет принять решение. И по кресту что-то здесь, во-первых, кармическое, а во-вторых, это, вот как я уже сказала, полностью поменяет вашу судьбу. Это может касаться вашей профессии, работы, а может быть вашего местонахождения или ваших отношений. Да, ну у кого-то развилка просто показывает дорогу, перемещение или переезд. Вот такой у нас с вами получился первый вариант. Я благодарю вас за внимание, жду от вас лайков, комментариев. Всем хорошего. Хорошо, у нас с вами второй вариант.
Для тех, кто выбрал вот эту колоду Левелин Таро и розовый кварц. Давайте посмотрим для вас 3 важных события этой осени. К чему готовиться, на что вам нужно обратить внимание. Может быть, предупреждение, совет от карты. Второй вариант, розовый кварц. 3 важных события осени. Давайте посмотрим первое событие этой осени для вас. Так. Так, я хочу уточнить сразу на Ленорман. Здесь какой-то вопрос, над которым вы очень много работали, будь то это бизнес, карьера, какие-то ваши, может быть, планы, или это отношения. Да, что-то у вас не реализуется, или реализуется, но частично. Давайте мы уточним Ленорман. Да, вот тучи легли. Как-то, может быть, вы надеялись на благополучное стечение обстоятельств, благоприятное, на какой-то шанс, куда вы вкладывали свои ресурсы. Ну вот здесь тучи и 5 кубков. 5 кубков — это разочарование, это не реализация того, на что вы надеялись. Но она не всегда показывает полный крах. Нет, вот какие-то планы у вас могут не сбыться. Вот у нас тучи, может быть, какая-то неясность или недоговоренность. Или вот какие-то проблемы, может быть, тучи ведь это атмосферное явление, да, извне, которые помешают вам добиться желаемого. Так, давайте я вам совет посмотрю. Совет по первой ситуации. Тут вы еще сами себе можете препятствовать своими страхами, переживаниями или накручиванием. Так. Здесь у кого-то может быть королева. Да, у кого-то может быть проблемы со здоровьем. Так. Что у нас тут 5 кубков-то? Что это у нас тут? Ну, вы тут надеялись, да, сорвать то ли куш какой-то, то ли заработать. Но это мы смотрим сентябрь, да, вот какие-то преграды извне вот помешают вам. Ну, тут, скорее всего, что-то связано то ли с работой, с карьерой, с бизнесом. Вот в сентябре что-то вам помешает добиться желаемого. Давайте мы посмотрим вторую ситуацию. Может быть, это разрешится вопрос. Так, только я соберу. Они нам еще могут понадобиться. Давайте посмотрим второе событие этой осени для вас. Ну, вам поступит предложение, может быть, другое, или чья-то помощь. Здесь идут перемены. Это может быть 6, смена работы, смена вообще рода деятельности, уход, переезд, перемещение, может быть, другой город, другая страна. 8 говорит отказаться вот от этих нереализованных надежд. Может быть, вы рассчитывали получить какую-то работу или финансовую прибыль. Вы от всего этого откажетесь, но по пажу это что-то новое. То ли, я говорю, вам предложат присоединиться к какому-то проекту или вложиться во что-то. Или здесь от кого-то будет помощь для того, чтобы вы вот то ли уехали, то ли переехали, то ли поменяли сферу деятельности. Сейчас мы на Ленорман посмотрим. Это может касаться, конечно, и отношений.
Может быть, вы рассчитывали, что человек наконец-то примет решение по девятке кубков, по девятке пентаклей. Может быть, предложение руки и сердца. Может быть, человек был не свободен. Но, скорее всего, что-то пошло не так. Это уйти из одних отношений. Может быть, у вас кто-то появляется. Кто-то новый. Я говорю, вам поступит помощь или от друга, или от родственника. Или, может быть, это предложение от какого-то бывшего коллеги, или с кем вы, может быть, раньше работали. Но также в вашу жизнь очень удачно может войти человек верный. Ну, это может быть любовь, может быть, какой-то друг, на которого вы не обращали внимания, друг или подруга. Луна тогда говорит об эмоциях, о чувствах, о признании в любви, о приглашении на свидание. Но еще здесь может быть предложение, вот какой-то, может быть, творческий проект. Может быть, какая-то вообще новая сфера деятельности, как я здесь сказала. Но человек может предложить начать что-то, или вот, может быть, с кем-то вы планируете куда-то уехать. Конечно, это может быть и ваш близкий друг или любимый человек. Тот, который последует за вами куда угодно. Так, давайте здесь совет посмотрим. Ну, Паш. Паш — это или партнерство новое, или это новая любовь, или, может быть, предложение вот присоединиться к какому-то проекту, вы загоритесь этой идеей, или человек вам поможет финансово, чтобы вы эту идею воплотили в жизнь. Но также у нас пажи жезлов — это поездки, переезды, перемещения, предложение о новой работе или сотрудничестве. Так, хорошо. Давайте посмотрим для вас третье событие этой осени. Так, второй вариант. Розовый кварц. Третье важное событие этой осени, на что вам нужно обратить внимание. Ну и совет, конечно, от карт. Так, сейчас я подвину. Да уж. Ну, башню мы сейчас уточним. Императрица может говорить о смене статуса для женщин. То есть это знакомство, это может быть предложение руки и сердца. Здесь пара, здесь может быть влюбленный король. Но для того, чтобы вы в эти отношения окунулись, если это любовь, вам нужно будет что-то разрушить. Может быть, какие-то старые отношения, на которые вы, может быть, надеялись, что человек наконец-то примет решение. Также это приглашение, как мы смотрели, от какого-то близкого для вас человека начать новый проект, заложить какое-то семя. Но у нас ложится башня. Давайте я сначала посмотрю Ленорман, потом мы уточним башню. Башня может говорить о смене места жительства, о переезде. Может, человек вас куда-то пригласит. Например, отправиться в дорогу. Вот совы у нас это партнерство, будь то это в любви или в бизнесе. А кубики — это может быть вот нестабильность или, наоборот, удачный шанс обрести стабильность. Вот для кого-то обрести очень хороший, надежный дом. Может быть, башня как раз это перемены в недвижимости. Может быть, вы здесь хотели что-то купить, продать. Ну, кому-то могли просто в ипотеке отказать. Ну, говорю, здесь вам или придется куда-то переехать, может быть, другое место жительства, или вам здесь поступит помощь. Башня, я говорю, может говорить о смене места жительства. Все-таки у нас в башне дом. Давайте мы вам по третьему событию посмотрим совет. Медленный, но уверенный рост. Это может быть совет. Что-то будет бизнес, если вы здесь начинаете. Готовьтесь к тому, что развитие будет, ну, не такое быстрое, как вам хотелось бы, но все равно это рост.
кого-то здесь вообще материнство. Да, и этот вопрос-то не рассматривала. С чем у вас вот это вот желание-то связано было? Может быть, срыв беременности у кого-то? Тогда по королю кубков вам нужно будет найти врача. И эта карта говорит о беременности. Вот сова еще это проконсультироваться с каким-то специалистом. Здесь как совет, она говорит, наберитесь терпения, верьте, что все у вас получится, все будет хорошо. Да, вот такой у нас получился второй. Если это резонирует с вами, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Я благодарю вас за просмотр. Да, совет я вам достала из другой колоды. Значит, так должно было быть. Только сейчас обратила внимание. Хорошо, у нас третий вариант. Для тех, кто выбрал колоду Таро заклинателей и горный хрусталь. Давайте посмотрим ваши важные события этой осени. К чему готовиться, на что обратить внимание, и получим совет, может быть, как вам добиться того, что вы хотите. Третий вариант. Важные события осени. Ну, давайте посмотрим первые события. Это может быть, знаете, как еще первые события. Это, например, сентябрь, октябрь, ноябрь. Но они могут меняться местами. Так, ну здесь заканчивается какая-то одна ситуация и начинается новая. Тузы, да, туз кубков — это всегда что-то новое, да, это вдохновение. Это счастье, это радость, это то, что когда нас эмоции переполняют. Но здесь у вас какие-то возникают сомнения. У кого-то, может быть, заканчивается период одиночества по десятке, когда вы ощущали себя оставленным со своими заботами, проблемами наедине. То есть вам нужно было надеяться только на себя. Здесь в вашу жизнь может войти новые чувства, новая любовь. Но и двойка говорит, и человек сомневается. Вступать, не вступать в эти отношения. Может быть, период одиночества у вас затянулся. Давайте мы посмотрим, что нам Ленорман скажет. Так, по первому событию. Ну, если это новое знакомство, здесь ожидание уже какого-то подвоха изначально от человека, который входит в вашу жизнь. Может быть, был негативный опыт и нет доверия противоположному полу. Ну, а также здесь может быть, опять же, по совам, это выбор из двух людей, из двух направлений. И здесь очень много сомнений, какое из направлений выбрать или какого человека. Карта двойка мечей всегда говорит, слушайте свою интуицию. Но больше я думаю, что входит в вашу жизнь человек, и почему-то вы ему не доверяете. Вы уже изначально настроены на то, что человек будет обманывать, какой-то подвох, что он что-то скрывает, одевает какую-то маску. Ну, давайте вам совет здесь по первому событию посмотрим. Влюбленные, love. Опять же, это выбор, как и двойка мечей. Здесь выбор интуиции поможет, здесь поможет сердце. Ну, а если это касается любви и отношений, то в вашу жизнь входит партнер. Здесь будет и любовь, и страсть. Но вот эти сомнения могут вам мешать. И ожидание подвоха. Поэтому слушайте свою интуицию, слушайте свое сердце, что оно вам подсказывает. Также это может быть новый проект или какой-то бизнес. Это может быть бизнес-партнерство. Но опять вот вы почему-то человеку будете не доверять. Тут или вы будете скрывать свои истинные намерения, или, может быть, подозревать человека в какой-то лжи, обмане. Так, а что у нас здесь? Ну, смотрите, на дне колоды у вас страшный суд.
Опять же, это может быть какое-то партнерство, но это то, что ведет вас к переменам. А как правило, по страшному суду это перемены к лучшему. Но для этого вам нужно поменять, не знаю, свой настрой. Вообще, страшный суд — это выход из какой-то тяжести, вот из десятки жезлов. Когда человек нагружен этими жезлами, уже не видит, куда он идет. Если это касается, например, нового бизнес-партнерства, то это к лучшему. То есть вы с этим человеком преодолеете какие-то проблемы. Может быть, человек поможет вам завершить какие-то проекты. Ну, это к улучшению. Но также это перемены в лучшую сторону в личной жизни. Так, это у вас первое событие. Давайте посмотрим второе важное событие этой осени для вас. Для тех, кто выбрал третий вариант, колоду заклинателей. Третье важное событие этой осени. Десятка пентаклей, семерка пентаклей, медленный, но уверенный рост. И вдруг тройка мечей. Так, давайте-ка я посмотрю Ленорман сразу. Что нам скажет Ленорман по второму событию осени для вас? Что здесь тройка мечей делает? Может быть, сомнения-то были из-за того, что человек где-то от вас далеко. Вот стоять на дороге, на развилке и не знать, в какую сторону пойти, здесь остаться или все-таки куда-то уехать. Корабль может говорить о перемещении. Может быть, человек иностранец. Из-за этого вы вот здесь вот колеблетесь-то. Хотя чувства-то будут сильные. Влюбленность будет, страсть. Может быть, даже общение через интернет. Но вообще вот по этим картам самое главное вам вот решиться на этот то ли выбор, то ли эти перемены, то ли на эту дорогу. Может быть, разбитое сердце. Так, давайте мы это разбитое сердце уточним. Десятка пентаклей — это смена статуса, смена положения, смена доходов. Семерка — это медленный, но уверенный рост. Но еще это ведь карта ожидания, которая будет разбивать вам сердце. Я говорю, если это человек где-то за границей, может быть, вы пока вот не можете поехать. Ну, из-за этих карантинных мер. И это будет вас очень сильно огорчать, расстраивать. Как бы вот дороги-то открыты. Хотя вот Клевер говорит, что поехать-то вы можете. Может быть, тройка мечей говорит, что нужно будет кого-то здесь оставить, людей, которые вам дороги. Тройка пентаклей. Это у вас одни пентакли. Но я думаю, что это или, знаете, если меня женщина смотрит, может быть, у вас есть ребенок. Это может быть уехать, то есть предложение, но, вот как я сказала, от чего-то отказаться, может быть, пока ребенка оставить. Или, например, у вас есть родители, ну, друзья. То есть это кого-то близкого. Если это касается работы, то здесь то ли влиться в какую-то команду, то ли здесь нужно еще будет какие-то проходить тесты, обучение. Здесь еще, знаете, вот если это касается работы, да, вот какой-то бизнес начать, но, может быть, вот реально будет все развиваться как-то медленно. И здесь по тройке нужно будет от чего-то отказаться, может быть, что-то поменять, может быть, выбрать какое-то новое направление. Но здесь может быть направление, например, какие-то новые пути. Может быть, по кораблю это интернет, например. Двойка-то это всегда это несколько предложений, несколько возможностей. Или же вы вдвоем начинаете, а потом еще кого-то присоедините к своей команде. Какого-то, может быть, специалиста. Ну, например, если это связано с интернетом, может быть, какого-то айтишника, который поможет вам реализовать что-то. Так, хорошо. Так, давайте полный общий совет на вторую
ситуацию осени. Что нам скажут карты? Общий совет. Мир. Да, мир и десятка пентаклей. Это достижение цели. Это реализация. Это смена этапа и по десятке, и по миру. Смена одного этапа жизни, начало следующего. У кого-то здесь реально что-то связано то ли с интернетом, то ли с заграницей. Вообще мир — это карта перехода, да? Это последний аркан. Но все это происходит очень мягко. Тут нет никаких встрясок. Если это касается отношений, то я говорю, здесь то ли человек за границей, иностранец, тут или вам нужно будет уезжать, что и разбивало вам сердце, что нужно кого-то оставить. Или здесь выход на всемирную паутину по работе, может быть, по бизнесу. Да, еще, знаете, мир и семерка пентаклей, это может для кого-то говорить о беременности, зачатии, рождении малыша. Ну, как вариант, может быть. Да, перемены какие. Так, хорошо. Поэтому какие бы перемены здесь не были, которые вас будут очень сильно травмировать, это все будет к лучшему. Ну, давайте посмотрим для вас третье событие осени, для тех, кто выбрал третий вариант. Третье важное событие. Может быть, конечно, еще это смена работы. Может быть, какая-то новая сфера деятельности, где вам нужно будет еще подучиться. Так, третье событие. Ну, тут переезд какой-то, да, перемены, переезд. Да, дорога. Сила. Ну, карта говорит, что энергии, сил потратите много вот на эти перемены. Будь то это касается личной жизни, это уехать куда-то за водную гладь, или это, может быть, касается какого-то предложения, например, по работе. Туз жезлов — это дорога, это новое начало. У кого-то здесь может быть зачатие, беременность. Ну, а сила может говорить справиться, например, с какими-то трудностями. Может быть, были проблемы с зачатием. Также это справиться, включить все свои силы, энергию, силу воли, решиться вот на эти перемены, решиться на эту дорогу. Еще сила у нас — это карта мудрости, когда наша внутренняя сила или даже терпение помогает нам вот преодолеть какие-то перемены. А на перемены нам всегда решаться очень сложно. Ну, или она просто говорит, что вам придется отправиться какими-то, может быть, препятствиями на вашем пути. Может быть, преодолеть свои страхи. Так, давайте еще посмотрим, что нам Ленорман по третьему вопросу скажет. Но мы должны понимать, что преодоление всех этих трудностей, как правило, делает нас сильнее. Ну и по силе вы совсем справитесь. Все у вас разрешится наилучшим для вас образом. Вас будет ждать поддержка верных для вас людей, родственников, друзей, любимого человека. Но опять у нас всадник — это может быть новости, это может быть поездка. Для кого-то это, конечно, новая любовь. Но опять звезды. Звезды — это все, что связано с миром, с интернетом, с какими-то дальними желаниями или вашими мечтами. Это получение хороших известий от верного вам человека, или это следовать своей мечте, цели, которую вы себе ставили. У кого-то здесь сближение, но для этого вам нужно будет куда-то уехать. И опять вот звезды и двойка вам карты говорят: слушайте свою интуицию. Она вам подскажет правильное решение. Но также для кого-то это может быть бизнес-партнерство, начало какого-то нового проекта, может быть опять связано с интернетом. Но человек, на которого вы можете полностью положиться, это может быть ваш родственник, друг или вот бизнес-партнер, с кем вы это начинаете. Какие-то здесь в конце уже, может быть, в ноябре вы получите приятные новости. Может быть, для кого-то приятные новости, что вам нужно куда-то уезжать. Так, давайте вот здесь вот совет еще вам посмотрим по третьему событию. Совет.
Ну, королева пентаклей. Ну, чего бы это ни касалось, дорога или это новое начало приведет вас к очень устойчивому положению. Для женщин это вообще стать хозяйкой дома, это финансовое благополучие. Здесь вас будет ждать какие-то заманчивые предложения, улучшение вообще вашего положения. Но, может быть, еще получение от кого-то финансовой помощи и поддержки. Поэтому все эти перемены приведут вас к очень стабильному, прочному положению, будь то это работа, бизнес или это личная жизнь. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Буду благодарна за комментарии, лайки. Всем хорошего.